Icy Genius. Друзья, всех приветствую, с вами Icy Genius, и сегодня в обзоре мы рассмотрим удивительные трибридные наушники от компании 7 Гц стоимостью $400. Приходят они в очень приятно оформленной коробке среднего размера. Здесь есть логотип компании, изображение самих наушников и название этой модели Aurora, а сзади указаны технические характеристики. И за звук здесь отвечает 12-мм динамический драйвер, отвечающий за воспроизведение низких частот, а также тут нам поставили два кастомных арматурных излучателя для средних частот, и дополняет все это планарный микродрайвер диаметром 6 мм, отвечающий за воспроизведение как раз таки высоких частот, а чувствительность составляет 105 дБ, и они получили 30 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим наушники и комплектацию более подробно. И здесь мы получаем отличный набор амбушюр в прозрачном кейсе, шикарный кейс для хранения наушников, превосходный увесистый медный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Тут нам как балансный 4.4 джек, так и обычный 3.5. Ну и конечно мануал по использованию. Ну и вот так выглядят наушники, выполненные из затемненной медицинской смолы, и они получили крайне интересное и редкое оформление лицевой панели, которая очень красиво переливается на свету. И уже по стандарту у них идет разъем 2 пин, и рядом с ним нам отвели назад 3 компенсационных отверстия. А вот тут внизу расположилась большая надпись Aurora и нанесена маркировка правого и левого канала. А вот звуковод тут довольно короткий, но имеет четкий бортик для лучшей фиксации амбушюр и золотую вставку вот тут сверху. И несмотря на довольно крупный корпус у этой модели, сидят в ушах они отлично, хоть с комплектными амбушюрами, хоть и с любыми другими типа Divinus и Tanzu Sankai. Посадка тут достаточно глубокая, да и со звукоизоляцией все в полном порядке. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, а именно к разбору звучания трибридных наушников 7 Гц Aurora. И тут для меня все очень знакомо оформлено с точки зрения подхода к тюнингу. Здесь есть мощный точный буст низких частот на целых 10 дБ, с аккуратным переходом от области мидбаса на средние частоты, вплоть до того самого знакомого нам усиления на области верхней середины. А высокие частоты тут имеют отличное расширение, даже лучше, чем у Cadenza 4 из предыдущего обзора. Хотя, конечно, тюнинг тут немного отличается, как и конфигурация драйверов. Но в любом случае тут все будет зависеть от ваших вкусов и бюджета, так как ценовая категория у них очень разная. И я думаю, логичнее сравнивать будет эту модель с Tanzu Neja, да и вам наверняка будет более интересно. Низкие частоты тут подаются как супермассивные, с глубоким саббасом, отличной прозрачностью и просто шикарно выделенной атакой. Бас тут не звучит расслабленно или размазанно, и мы имеем очень четкий и выделенный удар кика и явный панч на мидбасе, что особенно уже наверняка должно понравиться басхедам, так как в последнее время в моих обзорах таких более басовитых наушников было мало, и вот 7 Гц Aurora как раз нам дают вспомнить тот самый раскатистый ударный бас, по которому, честно говоря, даже я соскучился. Поэтому вот за такой объемный и накачанный низ от меня респект. А в сравнении с Neja это прям совсем другое дело, так как там арматурный излучатель, и все-таки он не способен дать такого количества и объема. А вот на средних частотах тут все еще интереснее. Они подаются как очень энергичные, с отличным весом и драйвом у гитар, поистине шикарной воздушностью и превосходным разделением образов. Подача тут совершенно не ощущается сухой или мониторной, а наоборот, она немного теплая, с небольшим акцентом на верхней середине, чтобы ударные барабаны и вокал звучали как-то более выделенно и захватывающе. И я знаю, что многие из вас любят такой менее нейтральный и расслабленный подход к тюнингу, и я могу прекрасно вас понять. Особенно в сравнении с Neja, которые играют куда более расслабленно, с меньшим акцентом на верхней середине
И такого мощного драйвера и энергии, особенно в тяжелых жанрах, рок или металл, они вам определенно не дадут. Зато вот Аврора, ну просто пожалуйста. А вот вокал тут имеет отличное разрешение без какого-либо намека на арматурный тембр или его остаточные призвуки. Здесь есть и отличная прозрачность голоса, и его образ по восприятию выдвинут немного вперед вместе с драм-партией. И это дает во многих композициях очень приятный эффект погружения и более такого обволакивающего глубокого оформления сцены. А ударная партия тут с очень подчеркнутыми переходными процессами просто отлично дополняет всю эту масштабную по стерео панораме картину. А вот на высоких частотах здесь все ровно как я люблю. Тут есть и убойная техника, и просто безумная аналитика, за счет которой эти наушники буквально разбирают на отдельные части и слои тяжелые инструментальные жанры. Причем я замечу, делается все это крайне тактично за счет использования как раз таки планарного драйвера. Но согласитесь, друзья, что еще не менее важно, это детализация в этой области. И лично я люблю так, чтобы все тарелочки, перкуссии звучали очень подробно на обертона и имели никуда не скрывшиеся хвосты от реверберации. Да и различные микродетали и нюансы, я считаю, они определенно должны быть четко слышимы и различимы. Тем более, если мы говорим уже о вот таких топовых наушниках в этой ценовой категории. И они определенно отрабатывают этот диапазон как надо. Да и отличное расширение этой области определенно здесь дало свои плоды, что не может не радовать. За счет вот этого как раз таки со всеми шлейфами и остаточными послезвучиями тут полный порядок. Пускай подача тут не такая нейтральная, как в Neja, но разрешение и возросшая детализация и прозрачность здесь просто мое почтение. Да и безусловно меня радует, что здесь нету никакого намека на фейковое разрешение, и все звучит тут в совокупности гармонично и правильно, и при этом, что самое главное, остаются только положительные эмоции при длительном прослушивании. А вот вывод по этой модели у меня получился таков. 7 Гц Aurora — это поистине уникальные наушники за счет использования разных типов излучателей, крайне интересной настройки и, что самое главное, на выходе с очень драйвовой, супер эмоциональной и басовитой подачей, которая должна удовлетворить любые вкусы. Если вам надоели ровные, нейтральные и вальяжные наушники, то это точно будет ваш выбор. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.